Я чувствую себя за пультом управления космического корабля. Здесь как-то очень необычно. Это гудит ветер. Именно от сильного ветра и сделан такой купол. Он защищает радар. Так выглядит ныне радиолокационная станция на мысе Челюскин. Она отслеживает полет метеозондов, которые регулярно запускаются с метеостанции. Только я залезала внутрь другой, старой станции, которая расположена здесь же, неподалеку. Окрестности мыса Челюскин – это арктическая пустыня, бесплодная, голая, открытая всем ветрам полигональная тундра, где мхи, лишайники, осоки и редкие злаки не образуют сплошного покрова. Средняя температура даже летних месяцев здесь отрицательная. Суровые условия для жизни. Однако в советское время тут был большой поселок, а сейчас функционирует лишь несколько зданий. Итак, я на полярной метеостанции мыс Челюскина. Сейчас здесь живут и работают 4 человека. На метеостанцию я пришла 3 сентября, завершив здесь свой маршрут по пересечению Таймырского полуострова с целью достичь мыса Челюскин. Впервые достигнуть самого северного мыса Евразии удалось штурману Семену Челюскину в ходе Великой Северной экспедиции. И здесь, в 1,5 километрах от мыса, у метеостанции стоит памятник в честь этого события. И венчает стеллу дубель-шлюпка «Якутск». На ней в 1735 году Ленско-Енисейский отряд экспедиции вышел из устья Лены, но на корабле дойти до самого северного мыса не удалось. Якутск был раздавлен льдами. Ни одну зимовку провел отряд экспедиции в суровых землях. И лишь после нескольких попыток 9 мая 1742 года самый северный мыс Евразии был достигнут на санях. Она экспедиция самая дальняя и трудная, и никогда прежде не бывалая. А вот и площадка метеонаблюдений самой северной точки Евразии, материковой. Да, много здесь раньше было строений жилых, людей. Да, как все далеко. А Москва так далеко, что ее тут даже и нету. Тротуары вечной мерзлоты. Похоже, это была теплица. Да, еще в конце 80-х, начало 90-х здесь проживало до 200 человек. А вот в этом домике до 2009 года располагалась сама метеостанция. Трубы отопления подходят к коробам с землей. Ничего не промерзало тут. Да, было время. Были, наверное, огурцы, помидоры. Теперь только сорняки. Но остались еще. Хожу мимо таких строений и думаю, как бы откуда из подворотни Мишка не выскочил. Но сейчас еще день, а ночью я бы сюда уже побоялась идти. Они приходят на станцию. Тут много мест, где можно им укрыться. Да, красивый был тут поселочек, домики такие замечательные. Каждый домик в поселке имеет свое название. Этот, например, называется Старой Каютой. А вот и след хозяина Арктики. Но не очень свежий.
Ну, такой впечатляющий. Тут угадай-ка, за каким домишком он притаился. Столько всяких дыр. Метеостанция и окружающий ее поселок расположены на берегу моря Лаптевых. В конце лета и начале осени оно освобождается ото льда. Это сейчас. А раньше, во время первых полярных экспедиций, ледовая обстановка была гораздо более суровой, и здешнее море бывало полностью покрыто льдами даже в эти теплые месяцы. Отсутствие припаянных льдов не дают медведям охотиться на нерпу, на их исконную добычу. И они ходят поэтому вдоль берега, ищут пропитание здесь. Поэтому даже на прогулке я не расстаюсь с арсеналом своих средств против медведей. Ну что, пугаете собаки? Ну и хорошо, когда, если собаки сопровождают. Это все-таки защита. И на шатырь, брызгалки. Этот корабль затонул тут, как мне сказали, 2 года назад. Как говорится, не везет колчакам в Сибири. Попробую подняться на борт. Быстро море выдвигает корабли. Да, страшно, наверное, когда вот так вот корабль тонет, накреняется. Сейчас я вот это чувствую. И ледяная вода. Сурово Северное море. А ведь дубль-шлюпка Якутск была еще меньше этого потерпевшего здесь крушения современного траулера. Дубль-шлюпка Якутск была затерта льдами 13 августа 1740 года на широте бухты Фрончищевой. Это был 3-й год попыток обогнуть Таймыр с востока на запад. В повороте нанесло нас на великую льдину носячую и понесло ветром со льдом к Норд-Осту. И несучая потерла форштевень и набивные на носу доски. К вечеру надломила форштевень, всю дубль-шлюпку помяла, учинилась великая течь. Поставили 3 помпы, стали выливать. А из интрюма дрова и провиант выбрав, засыпали щели мукою и конопатили. Токмо воды не убывало. 15 августа люди вынуждены были покинуть шлюпку. Якутск затонул, а команда еще 2 месяца пробиралась к месту зимовки на юг. Море тут намыло готовый материал для мостовой. Камни такие плитками. О, какой вал целый. Да, капитально строили. Но время неумолимо, и все поддается без присмотра запустению.
Каркас пружинной кровати, похоже. Все идет в дело. Под здание жилое современной метеостанции восстановлен один из двухэтажных домов бывшего поселка. Начальник метеостанции Дмитрий Бодров решил съездить на Челюскин на год, посмотреть север. И вот уже 13 лет как не может отсюда уехать. Север затягивает. Спрашиваю про медведей. Ну, в общем, сейчас самый период такой больше всего. Вот они собираются на берегу, ждут, когда лед станет. В этот период как раз август-сентябрь. Сейчас просто много здесь может быть. Сейчас будут по чуть-чуть сходиться сюда. Здесь самая северная точка получается. Вот они сюда все сходятся, кучкуются. Ждут, когда лед станет, чтобы уйти дальше по льдам. Вот и сейчас сюда, в окрестности метеостанции, пришла медведица с медвежатами. Молодых медвежат могут съесть взрослые самцы, и медведица старается прятать детенышей от самцов. Это еще ничего, они сейчас далеко. А вот Дмитрий рассказывал, как как-то медведица жила у них в 20 метрах от крыльца станции с двумя медвежатами. И в таком соседстве люди и звери прожили месяц. Медведица не пускала малышей к полярникам, отгоняла от собачьих мисок. Относительно теплая безветренная погода, что стояла последние 3 дня, сменилась ветрами, которые здесь, на мысе Челюскин, очень обычные. Здесь вот в заливе, в бухте, скрывается от большой волны. Корабль, который пришел на разгрузку для строителей, которые работают на самом краю, на мысе Челюскина. это еще не самый большой шторм. Самый большой, как говорят старожилы, это тогда, когда заливается здание коровника. Вот то здание, которое стоит сразу за мысом. Но и в такую погоду баржа не может причалить, здесь же нет причалов. А сходни можно положить лишь когда
затихнет волнение. Не зря, ох, не зря все домики в окрестностях снабжены лесенками и с площадками на крышах. Без ракетницы сейчас ходить нельзя. Без ракетницы сейчас нельзя ходить, да, раз медведи рядом. Я залезла на крышу, отсюда лучше обзор. И вот медведи, это медведи с двумя медвежатами, они идут в нашу сторону. Собаки их пугали, но что-то они все равно сюда идут. В сторону метеостанции. И видно, пахнет вкусно. Вот я на крыше работаю, где радар в этом шаре. Вот сама метеостанция. И вот они, медведи, на подходе. Но я вот тут в безопасности. А наши вон еще внизу метеорологи. Сейчас они пойдут уже домой. Это площадка, бухта, корабль. Вот Колчак. А медведики идут, их не смущает ничего. Вот она, троица. Курс не меняют. Пока еще далеко. Идут к зданию жилому метеостанции. Видимо, их привлекают вкусные запахи, которые оттуда доносятся. Ну вот, наконец, залаяли собаки наши. И троица развернулась. Белуха подошла к берегу. Вот она. Да, каждый день здесь море выглядит по-разному. Прогулки вдоль моря совсем не надоедают. И сегодня я иду посмотреть окрестности самой северной точки. Прямо иду на мыс Челюскин географически. Здесь рядом с точкой мыса Челюскина, географической точкой, мыс сам он такой широкий. И здесь похоронены полярники, летчики, полярная авиация.
Где-то вот уже стерлись надписи на деревянном постаменте. Летели звездочки. А вот впереди сам мыс. Я не сразу поняла, какой из этих двух самый северный. Мне подсказали пограничники. Пролив Верикитского. Дальше на север, в 56 километрах, Северная земля. Здесь на самой северной точке Евразии бушуют такие ветры. Я убедилась в этом последние 4 дня. Вот упал крест. Ребята-погранцы сказали, что обязательно восстановят его. Недавно упал, не выдержав напора стихии. А так мысов, выдающихся чистой суши, на мысе Челюскина несколько. И неудивительно, что несколько полярных исследователей ставили свои гурии, каменные пирамиды, обозначая самый северный мыс, в 4 разных местах в окрестностях истинного северного мыса. Мерденшельд, первым прошедший северным морским путем в 1878-79 годах на судне Вега, определил самый северный мыс западнее, ныне мыс Вега. Барон Толь на шхуне Заря в 1901 году поставил бурей восточнее, на нынешнем мысе Чекина. Ошиблась и гидрографическая экспедиция Верикитского 1913 года, оставив памятный знак на северной оконечности острова Зари. Но вот он, мыс Челюскин, самый северный мыс. Его не спутать. Его как бы метит огромная кварцевая белая глыба, которая как будто специально поставлена сюда в качестве ориентира. Нет сомнения, что здесь побывал штурман Семен Челюскин, ведь он обогнул Таймырский полуостров. Но вот где он поставил свое бревно, исследователи спорят об этом до сих пор. Вот что написал Челюскин в дневнике. «Сей мыс каменный, ярый, высоты средней. Около оного льды гладкие и торосов нет. Здесь именован он и мыс восточный, северный. Поставил маяк, одно бревно, которое вез с собой». Спустя 100 лет после открытия академик Мендендорф, который исследовал природу Таймыра, в честь Семена Челюскина назовет самый северный мыс Евразии мысом Челюскин. Челюскину в свое время не удалось провести астрономические наблюдения на мысу. Небо оставалось закрытым тучами и туманом. Точные координаты мыса были определены экспедицией Амундсена в 1919 году. Вот что записал в дневнике Свергруп, участник экспедиции Амундсена. Северный мыс совсем низкий, едва 1,5–2 метра высоты у моря. По краю берега обломки сланца, а вглубь песок и глина с травянистыми кочками и мхом. На самом северном мысу огромная кварцевая глыба, верных 2 метра высоты и такой же ширины. Угловатая. Нижний край ее едва ли намного выше уровня моря, а верхний, наверное, одной высоты с мысом со стороны берега. Такой глыбы кварца мне еще не приходилось видеть. Воистину, любопытная случайность, что она находится как раз на самом северном мысу. Экспедиция Амундсена соорудила на мысе Челюскина гурий, столб из плит, но в 2017 году его серьезно повредил шторм. И сейчас на мысу стоит лишь старый столб с якорем наверху в честь Великой Северной экспедиции, пограничный столб и старая зенитная установка со времен Великой Отечественной. Ну вот как тут гулять? Везде следы. Хорошо, собаки еще ходят с нами. Я думал, это собака, а это он. Это я иду домой к метеостанции, а путь отрезан. Хорошо, что я гуляю с ребятами, у них есть ружье. Сейчас я пойду к ним назад. Ё-моё, вот это страшно. Хотя он еще далеко. Хорошо, что есть куда укрыться от медведя.
Медведь ушел, можно продолжать прогулки. Какое оно разное. Туман, ветреную погоду, ясный день. Главная улица в старом поселке называлась проспект Великицкого. Захожу в одно из ее главных зданий, старую каинку. Бывшее здание детского садика. Здесь была одна всевозрастная группа до 30 детей. Воспитателей хватало, детей любили и холили всем поселкам. В начале 90-х, когда страна казалась от севера, в детском саду разместили эвакуирующуюся часть ПВО. И начальник станции Базелев уговорил командира не закрашивать стены уставной зеленой краской. И некоторые картинки продержались до сих пор. На полу гора льда.
Когда выходишь на берег, первым делом надо осматривать все в бинокль. И тогда видны медведи, прогуливающиеся вдоль берега. Идет по ветру. Мы вышли, хотели в дом зайти, и тут медведь. Мы быстро на крышу. И собаки рядом, и хоть бы что. Сегодня уже 3-й медведь в окрестностях. Похоже, это тот, который уже был сегодня на метеостанции. О, залаяли. А ему хоть бы что. А он нас чует. Ветер-то от нас. Ну чё пришел, вали отсюда! Иди по своим делам! Давай, давай, здесь люди! Иди, иди по своим делам! Чем-то ему вкусным пахнет. Увидел тебя с ружьем, отступил. А может, понял, нас двое. Да-да, вали, вали! Сваливай! Что он хочет-то? Мы тут с Ростом на крыше летаем пока. Все. Развернулся, но как-то очень лениво. Ну вот, поговори с человеком, он послушает. А ведь метеорологи каждый день ходят вот по этим вот дорожкам, которые здесь. Идут смотреть, мерить температуру воды в море 4 раза в день. И ночью, между прочим, тоже. Вот такая опасная работа. Вот им надо вот так вот пройти на море. Че он все принюхивается? Все-таки к
вообще вот так вот не приближается, обходит стороной, но запахи с кухни его явно манят. И что? Где наши собаки? Собаки убежали. Если собаки не хотят с тобой идти на берег, скорее всего, там медведь. Медведь! Все-таки к метеостанции его привело. Стреляли сейчас, чтобы предупредить людей, но что-то он, наверное, к собачьему корму что ли идет. Прям к домику идет. И наши ракеты не слышали. Точно, к собачьему корму, голодный. Собаки здесь рядом с нами боятся. Ой, вообще подошел. Сейчас что, в окно что ли полезет? Ну точно, прям в кастрюлю собачью. Точно жрет. Кушает. Чтобы еще скушать, думает он. Собаки опасаются. О, красный, начали его пугать, ура! Марина вышла с работы. Ага. Убежал. Дмитрий пугает. А, все-таки опасается он ракеты. Ой. Ведь он обратно идет. От ракеты чуть-чуть отходит и обратно. Что-то не доел. Не, все-таки хоть чуть-чуть, но ракеты пугают. Но ведь опять поворачивает. Дмитрий с Мариной уже близко. Марина с фотоаппаратом, Дмитрий с ракетницей. Он боится. Он идет навстречу. Или он вообще за домом прячется? Интересно, наши его видят? Вот, совсем рядом. Длина дома. Видимо, кончились патроны для ракетницы. Дмитрий пошел в здание за запасными. Вот так работают наши полярники. Марина не боится, он совсем рядом. Ну, наконец-то, уже с какой-то там, я не знаю, 5-й или 6-й ракеты, наконец-то он начинает покидать территорию базы. Уходит. Ребята, метеорологи, что отдыхали после смены, вышли из укрытия.
Ну так он тебя на тебя нападет, жрать тебя будут, они будут стоять, смотреть, блин. Они лежать бы. Ну так реально, да, щенят могут. Чисто щенками сюда. Че, это третий раз приходит? Да, Зараза. за последний, не знаю, что 12. С разных сторон все время обходит станцию. То с одной стороны зайдет, то с другой. А он так принюхился, он кругом подходил вообще, как чуть ли не по-пластунски. Да он голодный, похоже. Все. Сейчас собачью еду поел там все. Небольшой какой-то такой, блин. А на ракеты он так немножко боялся, но потом опять убегал, да? Да он особо их не боится. А дробью в задницу не стреляли? Да нет. А Ну, чё? в крайнем случае, Да? зачем ему портить шкуру? Так ракетницы прижечь можно, конечно, чуть. Да, в каждом доме теперь здесь можно ожидать медведя. Мы ходим вместе, ходить лучше. Это что вообще бывшее здесь было? Какая-то рубка. В этом доме раньше была метеостанция до 2009 года, а сейчас все уже тут разваливается без присмотра тоже. Ух ты, так это еще консервы остались. Сюда медведи еще не ходят. Ничего себе. Надо же. Ноль седьмой, а сейчас 21. Рисковать не будем. Хотя внешне выглядит ничего. Заброшенная прям какая-то инопланетная станция. Сейф. Да, только мыло. Ой, сколько мыла. А мыло-то, может, и ничего. О, хорошо пахнет. Все разворочено. Наверное, снимали цветные металлы со всей аппаратуры. Да. Очень грустное зрелище. Да. Пока голец не ловится, будем есть молоко. С молоком, наверное, ничего не будет. Лесенка, по которой мы поднимаемся наверх для обзора. Здесь тоже засов. Когда выходишь, мы оглядываемся всегда. Нет ли здесь кого? Свободен ли путь? Все, чисто. Медведей нету. Покидаем старую метеостанцию.
Недалеко от метеостанции стоит маяк. Мы решили сходить, посмотреть на него поближе. Да, необычная тут растительность в окрестностях мыса. Как идешь в застроек старых, где просто глина, сразу такая красивая тундра, даже не тундра, а практически пустыня. Не полный покров. Ягеля много, цитрарии. Поры завалены огромными глыбами, чтобы не покосился, не упал от здешних. А здешних маяк работает, питается от солнечной батареи. Вот и сам маяк. Ночью сейчас уже темно, он мигает окошко метеостанции. Похоже, раньше маяк питался электричеством. По проводам по этой линии была подводка. Какая тара! Может быть, как раз в этой бочке путешествовал царь Салтан в молодости. Тяжелое. Мне кажется, ленивые. Здание, где раньше был метеорадар. Вот что скрывается под куполом. Локатор, который отслеживает метеозонд. Я чувствую себя запутан в управлении космического корабля. Здесь как-то очень необычно. Поворачивается. Какая-то варила, что ли, запрятана, как сигнал-сос в трекере.
ценно. Ступеньки, видавшие виды. Домики, баки ведут. Ай да. На этой старой подстанции сохранился даже ключ. Хорошую погоду с крыши радиолокационной станции можно рассмотреть миражи над океаном. Где-то там, за проливом Вилькицкого, лежит остров Большевик и весь архипелаг Северная Земля. Но это очень далеко. Кусочек моря лаптевых — подарок! За сентябрь месяц, что я провела на мысе Челюскин, день заметно сократился. А с середины ноября до середины февраля здесь будет полярная ночь. Да, быстро сменяется осень долгой полярной зимой. И не узнать ступеньки, дощатые настилы. Вот так вот. Еще 3 дня назад еще этого не было. Теперь все в снегу. На море за долгие 2 недели ветров, штормов пришел практически штиль.
Все, есть Москва на мысе Челюскин. 29 сентября. Наконец, в конце сентября пришел Михаил Сомов, судно экспедиционного класса, которое ждут все полярники. Здесь это судно обеспечивает продовольствием и сменой личного состава все полярные станции на Севморпути. Здесь нет причалов, людей, грузы на судно доставляются вертолетом. До свидания, мыс Челюскин. Может быть, еще встретимся.